Антимагия – это особая сила дьявола Либия, которую в свою очередь использует наш главный герой Астер. Однако, что если это не так? И этот парень без магии скрывает то, что до этого времени считалось невозможным. Тьма Асты и его истинная сила, которой он сейчас обладает и уже использовал против верховного дьявола Люцифера, а также тайна его пятого рога. В общем, будет интересно. С этой теорией мне помог Ариша, за что ему большое спасибо. Ну а также не забываем, что прочитать свою любимую манху, манхуа вы сможете на remanga.org. Здорово, ребятки анимешники, у микрофона Зик. А вот ребята, которые оставили свой коммент под прошлым роликом. Ну а мы начинаем. В начале аниме и манги нам четко дали понять, что у главного героя вовсе не было магии. В мире, где буквально у каждого было ее хоть мизерное количество, даже монозвери есть обладающие определенным элементом, но только не КГ. После получения пятилистного гримуара мечей с запечатанным внутри дьяволом, нас и Асту начали знакомить с этой силой, способной полностью нивелировать любую магию. А способности самих мечей во многом расширяли спектр возможностей силы дьявола и делали ее применение более изощренным. Так все и продолжалось. Дьявол одалживал свою силу, а главный герой в свою очередь ее использовал. Даже Нера подтвердила эти слова, говоря по сути то же самое. Однако на самом пике схватки с дьяволом Загридом, пытаясь совладать с большим количеством антимагии, чем раньше, Аста покрыл свое тело еще большим антимагическим покровом, в котором у него на голове появился второй рог. Но вот незадача. Если посмотреть на Либия, то в любой из его форм, будто проекции силы антимагии внутри сознания Асты или же в его проявлении, то мы увидим всего лишь два рога, а значит, новое образование рогов на голове главного героя есть ничем иным, как проявление его истинной сути и скрытой силы, которая с продвижением сюжета постепенно начинает использоваться в разных сражениях. Эти рога, пока еще в неполноценном режиме единения, говорят о том, кем же на самом деле является Аста. Данная теория очень хорошо сочетается с роликами про отца главного героя и тем, кем же на самом деле приходятся друг другу названные братья Либия и Астер. Так что можете их посмотреть, ведь они лишь только дополнят информацию, сказанную в этом ролике. Аста действительно не обладает магией, так как его тело попросту было не приспособлено к ее использованию, по крайней мере к некоторым видам магии. Ибо в манге все же прослеживаются моменты, где антимагия не конфликтирует с заклинаниями других, а пользуется их свойствами. Но что более важно, темная сила Астера не конфликтирует с силой дьявола, а наоборот дополняет ее, выводя мощь антимагии на совершенно другой уровень. Да и думаю, всем известно, что неиспользуемые органы или части тела человека со временем атрофируются из-за естественных процессов в организме. И раз уж магией Аста не владеет, тогда и циркуляционные потоки должны были атрофироваться, а это бы гораздо усложнило использование и антимагии. Вот только в Ведьмином лесу сила дьявола не просто частично охватила его, нет, она без препятствий хлынула по его телу. Циркуляции антимагии ничего не мешало, будто она всегда была сродни его. Даже сам Астер отметил, что на удивление он чувствовал себя очень хорошо. А ведь тогда Либи пытался захватить его тело, но главный герой смог взять эту силу под свой контроль. Однако, что же это за сила, которая не сопротивляется способностям Либия? И я вам скажу, что это может быть ничем иным, как антимагия Астера. Да, вам не послышалось, не только у Либия есть подобная сила, но и у самого ГГ. Ведь будь он просто обычным человеком, пустышкой, тогда бы Салли, исследовав его ДНК, не смогла бы создать мантию, способную скрывать магию. Да и будь он просто человеком, он бы умер еще до своего рождения из-за особенностей или проклятия Личиты. Я уже не говорю о том, что на Асту не подействовала мана преисподней, которая способна в мгновение ока поглотить жизненную силу человека, только прикоснувшись к нему. То есть Аста у нас не человек, а полукровка, что было
ясно еще тогда, когда создавалась теория о том, кто же на самом деле является отцом главного героя. И тут всплывает очевидный вопрос: а почему же он до этого времени не использовал или не проявлял эту силу? И тут все просто. Даже полукровка Чарми, получеловек, полудварф, не сразу пробудила свою истинную силу. Ведь она считала, что магия хлопка — это ее основная и единственная сила. То же самое и с Юна. Он не знал, что магия ветра принадлежит не ему, и поэтому у него даже не было сомнений, что это его сила. Но оказавшись на своей родине и находясь на грани гибели, пробудилась магия звезд, сокрытая в нем с самого рождения. Такую же параллель можно провести и с Астером. Находясь в мире магии, где поголовно у каждого она есть, он пытался проявить именно магию, даже не подозревая, что его сила совершенно отличается от того, что было известно в мире людей. То есть он просто был в неведении и не подозревал, что ему нужно было двигаться в абсолютно другом направлении. И как только Аста начал использовать силу дьявола Либия, его истинная сила также понемногу начала проявляться. Думаю, все видели ассимиляции с дьяволом Нахта. В обычной ситуации он использовал единичное единение, и соответственно у него была одна пара рогов. А уже превосходя свои пределы, мы лицезрели двойную ассимиляцию и уже две пары рогов. Это вам ничего не напоминает? Верно, ассимиляция с дьяволом Асты и его 4 рога, 2 из которых принадлежат Либия и 2 вторых главному герою. То есть это подтверждает то, что он полукровка, и в который раз укрепляет теорию о том, что его отец является дьяволом. В ходе мутации из-за слияния совершенно двух разных видов из разных миров, человеческого и преисподней, родились Либия и Аста, заполучив одну и ту же силу. Дьяволу Либия чисто физически пришлось пробудить свою силу намного раньше, чем Асте, из-за его тяжелого детства, издевательств преисподней и утраты своей матери Личиты из-за Люцифера. И именно из-за того, что Астер заполучил антимагию, которую он не смог пробудить с раннего возраста, так как находился в благоприятной среде, но она все же была в его теле, он и смог сопротивляться особенности или проклятию тела Личиты. Ибо будь это не антимагия, мать главного героя смогла бы поглотить его жизненную и другие силы, нарочно погубив своего сына еще до его рождения. Ведь нам четко показали, что она была способна истощать своим проклятием магию верховного дьявола Люцифера. И если бы не антимагия, позволившая ему сопротивляться проклятию, то в который раз, повторю, он бы умер. Сейчас Астер еще не подозревает о своей истинной сущности и о своем кровном родстве с Либией, и конечно же не знает о том, кто же его отец. Но его многочисленные сражения, в особенности те, что чуть были не поставили точку в его жизни, понемногу пробуждают ту тьму, сокрытую в его теле. И 5-й рог тому подтверждение. Ибо это на данный момент пик силы главного героя, достигнутый путем абсолютного резонанса между душами Асты и Либия, в котором полукровка как нельзя лучше проявил свою истинную суть. Хоть абсолютная ассимиляция продлилась недолго, но антимагия этих двоих была способна всухую щемить 50% проявление верховного дьявола Люцифера, а значит мы далеко еще не знаем их предела возможностей. Да и пока Аста сам не поймет своей природы, у него не получится продвинуться дальше того результата, что он показал в поединке с Люцифера. Ведь пойми он, что антимагия — это не только сила дьявола, но и его собственная, то что он сам, что их единение станет абсолютно другого уровня мощности. И как раз в сражении с Люциусом и его дьявола Астарота, который теоретически является отцом Астера, мы сможем наконец-то подробнее узнать прошлое главного героя, что в свою очередь даст ему огромный толчок к пробуждению его тьмы. А нам же это преподнесет невероятнейший эпик. Но что-то мне кажется, что Аста и Либия являются не просто плодом любви с человеком, а нечто большее. Но это, конечно же, тема для совершенно другого ролика. А что вы думаете по этому поводу? Пишите свои мысли в комментариях. А также не забывайте, что прочитать свою любимую мангу и не только вы сможете на remanga.org. А на этом ролик подходит к концу. Пишите свои мысли по поводу этого ролика, выскажите свое мнение, что вам понравилось, а что не понравилось, и несколько комментариев попадут в следующие ролики. Если тебе понравился ролик, тогда лайк и подписка для меня будет лучшей благодарностью. А также не забываем про колокольчик, ведь в последнее время не всем приходит уведомления. Всем спасибо за ваш просмотр, мирного неба вам над головой и всем пока-пока.